Привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня мы будем рисовать вот такую картину. Использовать можно как гуашь, так и акрил, что вам удобнее. Не будем долго тянуть, всего лишь напомню подписаться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А также заглядывайте ко мне в Инстаграм, группу ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Все ссылки будут в описании. У меня холст на картоне 20 на 25 сантиметров и акриловые краски. Начинаем в моих пейзажах, как всегда, с неба. Если вы давно подписаны на мой канал и видели до этого, как я рисую пейзажи, то уже примерно понимаете, как мы будем его рисовать, что мы пойдем сверху вниз, начнем с неба, закончим землей. Для неба я использовала белую, голубую краску и также чуть-чуть красный, буквально пару цветовых пятен. Дальше переходим к задней горе, самой дальней. Я беру уже плоскую синтетическую кисть размером поменьше, это вроде бы двоечка, на ней не указан номер. Вот, и мы сначала закрашиваем ее белым цветом, а потом начинаем потихонечку затемнять. Причем, если честно, мне кажется, что я даже где-то переборщила, поэтому в самом конце работы я всю гору еще раз прокрасила с помощью белой краски, очень сильно разведенной с водой, чтобы цвета были не такими яркими. Тут уже можно использовать коричневый цвет, черный, чтобы делать смесь серого цвета. Можно взять фиолетовый или ежевичный цвет. Если вы помните, летом у меня вышло 3 пейзажа в одной стилистике. Там на каждой картине также присутствовали горы, так что, в принципе, можно рисовать по той же технологии, по той же схеме, что и в тех работах. А если вы впервые на моем канале, то советую вам посмотреть мой полностью бесплатный курс обучения рисованию с нуля. Он также есть на YouTube, есть плейлист, ссылка на него в описании под видео. Это достаточно полезный курс, особенно для новичков. Там я рассказываю про материалы, про краски, про кисти, как смешивать нужные цвета, как рисовать облака, деревья. В общем, советую вам посмотреть. Еще раз повторю, ссылка в описании под видео. Переходим к горе, которая чуть ближе. Она будет более насыщенной, более темной. Тут я смешала красный цвет с ежевичным, чтобы получить более темный оттенок. И также здесь используем уже зеленый, много синего, много черного и много коричневого цвета. Стараемся сделать такой плавный переход из цвета в цвет, но даже если этой плавности не будет, ничего страшного. Мы имитируем такую же осеннюю землю, то есть представляем, что на этой горе растут какие-то, может быть, кусты, деревья, и вот они уже пожелтели, листочки с них опали, и поэтому гора будет такой темной. На самом деле я очень люблю осенние пейзажи. Мне кажется, за счет того, что используется много желтого, оранжевого, красного цвета, картины получаются такими сочными и насыщенными.
С горой закончили, переходим к деревьям. Для начала мне нужно создать такой нижний слой. Я опять смешала красный цвет с фиолетовым и будем рисовать примерную форму деревьев и кустов. Затем на этот цвет постепенно добавляем более светлые цвета, формируя уже кроны деревьев. Сейчас я добавлю оранжевый цвет. Кстати, продолжаю все это рисовать той же плоской кистью. Можно использовать круглую, если вам будет так удобней. Тут я поняла, что совсем забыла про елки, которые будут с правой стороны работы. Они должны быть за кустами, поэтому вообще, наверное, стоило их нарисовать изначально. Но вообще-то ничего страшного, можно сделать это и сейчас. Я буду рисовать их с помощью кисти длинной, тонкой, синтетической, размер 0, можно взять единицу. Также можно использовать плоскую кисточку. Сначала темно-зеленым цветом наношу основу, а затем добавляю также блики с помощью желтой краски. Возвращаемся к деревьям, добавляем больше желтого цвета. Кстати, основа у меня уже подсохла, и я поняла, что она недостаточно темная, так что в дальнейшем я ее еще немного затемню. Это также несложно, ничего страшного в этом нет. Вообще люблю наслаивать цвет на цвет, постепенно затемнять, осветлять, добавлять новые оттенки, потому что мне кажется, так работа выглядит более естественно. Практически закончили с деревьями, теперь черным цветом, тонкой кистью, местами добавим веточки, намеки на стволы и с одной стороны по ним пройдемся белой краской, также очень тоненькими такими линиями. Большую часть работы мы выполнили, остается самое простое. Начнем с речушки, которая у нас прямо посередине нашей работы. Сначала я закрашиваю ее полностью голубым цветом, затем начинаю затемнять с помощью синего, черного, можно использовать коричневый, даже зеленый цвета. И еще добавим с помощью белого цвета немного брызг, как будто бы там есть какие-то камешки, и вода бежит, и брызги в разные стороны. В общем, фантазия работает, можно добавлять какие-то свои детали.
Последний, завершающий этап. Осталось совсем чуть-чуть. С помощью сиены натуральной либо охры полностью закрашиваем оставшуюся землю и любыми цветами, которые вам нравятся, наносим цветовые пятна, формируем холмы. Можете сделать, не обязательно делать холмы, как у меня, просто имитируем землю, такую осеннюю, пожелтевшую. Я уже завершаю картину. Внизу добавлю еще пару травинок. И, в принципе, на этом остановлюсь. Вот такая работа получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм, выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!